Приветствую всех на очередном занятии. Сегодня мы выучим новый технический элемент. Как всегда, разберем интересную пьесу, в которой применим новую технику. Для начала послушаем новый материал. Тема сегодняшнего урока – восходящее легато. Давайте разберем технику исполнения этого приема. Восходящее легато – это прием, в котором звучит минимум две ноты, первую из которых мы играем традиционно, то есть защипывая пальцами правой руки одну из струн. Все последующие ноты исполняются путем ударов пальцами левой руки по ладам. Например, возьмем на четвертом ладу второй струны ноту ре диез, извлекаем ее традиционно пальцами правой руки. Следующая нота будет исполняться ударом второго пальца на пятом ладу, к примеру, нота ми. Посмотрим, как это выглядит вблизи. Вот такой простой тип восходящего легато, состоящего всего лишь из двух нот, мы будем практиковать в сегодняшнем уроке. Давайте традиционно разберем каждый такт по нотам и по пути обсудим все остальные вопросы. Обязательно сверяйте звучание своего инструмента с теми примерами, которые я даю после каждого такта. Итак, первый такт у нас ноты соль диез ля, ре диез ми и си до. Обратите внимание, что каждые две ноты будут исполняться сначала на первой струне, затем две ноты на второй струне и две на третьей. Они находятся на четвертом и пятом ладах соответственно. Соль диез ля, ре диез ми, си до. Те самые ноты, которые мы будем играть новым приемом восходящее легато. В следующем такте все ноты и приемы вам уже знакомы. Сначала мы играем бас. В басу длинная нота, которая тянется до конца такта, но верхний голос здесь начинается с паузы, четвертной паузы. Это означает, что мы будем ждать ровно 2 удара восьмыми до следующей четверти. Так как аккорд – это четвертная длительность, также будем считать 2 удара здесь, 2 удара восьмыми. И в конце такта нас ждут 2 восьмые ноты, которые, обратите внимание, исполняются приемом нисходящее легато, которое мы выучили в прошлом уроке. Повторим, как же мы будем считать это восьмыми. 1, 2, 3, 4 и 5, 6. Ноты на пятой струне открытой нота ля, на третьей, второй и первой струне ноты ля, до, ми. Этот аккорд будем играть одновременно тремя пальцами правой руки и МА. Не используйте, например, для третьей струны палец П. Это немного неправильная техника в данном случае. Ну и завершать такт будем нотами фа, ми, приемом нисходящее легато на первой струне, на первом ладу и щипая первым пальцем левой руки извлекаем ноту ми на первой струне.
третьем такте ритмическая основа еще проще. Здесь на каждую четверть будем считать по 2 удара. То есть 1, 2, 3, 4 и 5, 6. На шестой струне открытой нота ми. На четвертой, третьей и второй струне ноты ми, соль диез, ре. Будьте внимательны, когда располагаете пальцы левой руки на грифе. Очень важно играть точной аппликатурой, вторым, первым, четвертым пальцем. Это касается не только этих аккордов, абсолютно всей пьесы. И последний аккорд точно такой же, как предыдущий, только нужно будет убрать четвертый палец с ноты ре, и вторая струна будет теперь звучать нотой си открытой. То есть аккорд будет ми, соль диез, си. В следующем такте тоже четверти по 2 удара на каждую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять бас ля, как и был во втором такте. Пятая открытая струна. На четвертой, третьей и второй струне играем ноты ми, ля, до. Затем, не убирая пальцев, оставляем тот же аккорд, просто играем на третьей, второй и первой струне уже ноты ля, до, ми. Они находятся здесь. Ля, до, ми. Оба этих аккорда играются пальцами и, м, а в правой руке. Обратите внимание, что во второй строчке целых 3 такта точно такие же, как и в первой строке. Давайте повторим. Пятый такт пьесы или первый такт второй строки. Ноты соль диез, ля, ре диез, ми, си, до на первой струне сначала на четвертом, пятом ладу, затем ре диез, ми на второй. И на том же четвертом и пятом ладу ноты си, до на третьей струне. Играем приемом восходящее легато каждые 2 ноты. Дальше этот такт, нота ля, пятая открытая, аккорд на третьей, второй, первой струне ноты ля, до, ми и 2 восьмые в конце такта. Не забывайте про нисходящее легато. Ноты фа, ми на первой струне, на первом ладу и открытая ми. В следующем такте шестая струна открытая, нота ми. На четвертой, третьей и второй струне играем ноты ми, соль диез, ре. Затем убираем ноту ре в следующем аккорде. Остается ми, соль диез. Получается аккорд ми, соль диез, си. В последнем такте первой части пьесы новая ритмическая структура. В момент защипывания баса на пятой открытой струне ноты ля здесь у нас четвертная пауза, что означает, что после того, как мы сыграем этот бас, до следующего аккорда мы ждем ровно 2 удара восьмыми. А этот аккорд обладает длительностью половинная. В половинной ноте у нас, условно говоря, 4 восьмых, ну или 2 четверти. Так как мы считаем восьмыми, здесь мы будем использовать счет на 4 удара. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какие же у нас ноты в этом аккорде? Это, во-первых, барре, тот прием, с которым мы познакомились в предыдущем уроке. На пятом ладу ровно 3 струны, то есть здесь написано 1/2 гитары. 1/2 из 6 струн, это 3 струны. На пятом ладу прижимаем ноты до, ми, ля. Обязательно
первым пальцем. Вот они. До, ми, ля. Исполняем на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вторая часть пьесы, первый такт, начинается со знакомого вам арпеджио, когда мы исполняем басовую ноту пальцем П, а затем исполняем пальцами И, М, А, М, И в правой руке ноты на третьей, второй, первой, второй, третьей струне. Причем последние две ноты будут зеркальным отражением вот этих двух. Поэтому здесь стоит разобрать всего 4 ноты. На пятой струне нота до на третьем ладу. Дальше на третьей струне соль открытая. На второй струне нота до на первом ладу. И на первой струне открытой нота ми. В следующем такте очень легкий аккорд, где 3 струны открытые, и только на первой струне мы будем прижимать ноту фа на первом ладу. Четвертая струна открытая — это нота ре, на третьей и второй открытые соль, си. Исполняем бас, ждем ровно четверть до следующего аккорда, который по длительности тоже четверть. Так же, как и последний аккорд, который повторяет предыдущий. Исполняем на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем такте ритмическая структура вся восьмыми, как и в первом такте этой строчки. На шестой струне играем ноту соль третьим пальцем на третьем ладу. Дальше на третьей и второй открытых струнах ноты соль, си, фа. Осталось еще с предыдущего аккорда первым пальцем на первом ладу первой струны. И возвращаются в обратном порядке ноты си, соль на второй и третьей струне. Следующий такт опять играем четвертями. В басу нота до на пятой струне на третьем ладу. На третьей, второй, первой струне играем ноту соль, до и ми. Только до прижимается первым пальцем. Естественно, эти аккорды исполняем одновременно 3 пальцами И, М, А. На счет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 3 такта исполняются все ритмичными восьмыми нотами. Разберем весь такт, приготовим пальцы и сыграем арпеджио. На пятой струне на втором ладу нота си, на третьей соль диез, на второй нота ре на третьем ладу, на первой струне ми открытая, ре и соль диез уже встречались в этом арпеджио. В следующем такте на пятой струне открытой нота ля, на третьей нота ля на втором ладу, на второй струне нота до на первом ладу, на первой открытой струне нота ми. До и ля также встречались. На четвертой открытой струне нота ре, на третьей струне нота ля на втором ладу, си — это вторая открытая струна, на первой струне играем ноту фа, прижатую первым пальцем на первом ладу, си, ля. В обратном порядке возвращаются, уже были здесь. В последнем такте второй части мы видим такую же структуру ритма, как это было в последнем такте первой части. То есть сначала мы сыграем ноту в басу,
Пауза четвертная говорит нам о том, что до этого аккорда мы будем ждать ровно 2 удара восьмыми. Итак, на четвертой струне на втором ладу нота ми, на третьей, второй и первой струне следующие ноты соль диез, ре, ми, открытая первая. Исполняем таким счетом: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Внимательно посмотрите на последние 2 строки, и вы обнаружите, что это точный повтор первых 2 строк. Таким образом, вся пьеса определяется формой А, Б, А. Если вам нравятся эти ролики, не забывайте ставить лайки. Успехов, до скорой встречи!